Привет, друзья! Симпатичная задача для нормальных пацанов. Дана вписанная трапеция, площади крайних треугольников 3 и 4. Нужно найти площадь трапеции. Давайте я дам буквы. Трапеция А, Б, С, Д, высота BH, и вот площадь треугольника ABH, скажем, S1 равна 3, а площадь треугольника BCD, скажем, S2 равна 4. Нужно найти площадь трапеции. Я покажу два способа, поэтому досмотрите до конца, чтобы не кричать, зачем так сложно. Итак, первый способ традиционно алгебраических для тех ребят, учеников, которых не очень хорошо с геометрией. Ну, в общем-то, нормально с алгеброй. Итак, метод 1. Метод 1 такой. Скажите, для чего дана вписанная трапеция? Это важно для чего-то, да? Так вот, оказывается, вписанная трапеция всегда равнобедренная. Как это доказать? На экзамене, в принципе, это нужно как-то объяснить. Так вот, вот эти углы равны как накрест лежащие при двух параллельных и секущей БД. Но это вписанные углы в окружность. А равные вписанные углы опираются на равные дуги АБ и СД, а значит и на равные хорды, которые стягивают эти дуги. Все, трапеция равнобедренная. Это первый шаг нашего решения, он очень важный. А дальше что знает нормальный, скажем так, ученик? Ну, основание А и Б этой трапеции он может обозначить. Ну да, вот эта площадь S1 равна 3 по условию, а вот эта площадь S2 равна 4. Ну и что? Ну и что дальше делать? Вот в равнобедренной трапеции очень часто проводят вторую высоту. И получается, что трапеция разбивается на прямоугольничек и два равных прямоугольных треугольника. Ну, поскольку HF равно BC равно B, тогда оказывается, что длина отрезка AH – это А минус Б пополам. Ну что, заметим, что у треугольника ABH и у треугольника BCD равные высоты, проведенные к основаниям AH и BC. Вот здесь можно, конечно, провести еще одну высоту, сказать, что эта высота будет равна высоте трапеции, равна H, это H, это H. И теперь я попробую найти, давайте возьму жирный, хорошо, чтобы всем было видно, сумму площадей этих треугольников S1 плюс S2. Посмотрите, что получится. 1/2 AH на BH даст 1/2 А минус Б пополам и умножить на H, и плюс площадь треугольника BCD. Это 1/2 просто B на H. Теперь внимание, пошла чистая алгебра, я все забыл. 1/2, вот здесь А пополам множу на H и Б пополам множу на H. Получится А пополам на H минус 1/2 Б пополам на H. Можно? Можно. Плюс 1/2 Б на H. И здесь я привожу подобные. Посмотрите, какая красота получается. 1/2 А пополам на H и плюс 1/2 Б пополам на H. Здорово. Выношу 1/2 на H за скобки. В скобках оказывается 1/2 А плюс Б пополам на H. А что вот это такое, а? Это ж площадь трапеции. Поэтому получается сумма площадей наших треугольников равна половине площади нашей трапеции. Ну, эта сумма равна как раз 3 плюс 4. Это будет 3 плюс 4 – 7. Но поскольку половина площади трапеции 7, то вся площадь будет в 2 раза больше, 2 у 7 умножить 14. И я бы не относился иронически к такому способу решения и не звал бы его замороченным, поскольку не все ученики обладают геометрическим таким видением, чувством геометрии, которые могут сделать какое-то удачное дополнительное построение. А какое дополнительное построение можно сделать в методе 2? Итак, сейчас я напишу, что это метод 2, и, наверное, многие зрители решат таким методом. Напишите, кто так и решил. Посмотрите, что часто делают. Часто в трапеции проводят из вершины меньшего основания отрезок, параллельный боковой стороне трапеции. Вот я его провел. Вот. Пусть это БК будет. И запишу, что БК
у нас параллельно CD. Что получилось? Ну, во-первых, получилась трапеция. Не трапеция, параллелограмм. КБЦД. КБЦД – это параллелограмм. Противоположные стороны параллельны. Эта сторона равна этой, но CD равно АБ. Мы объяснили, что трапеция вписанная равнобедренная. Ну и что получается? В треугольнике АБК две стороны равны, значит, треугольник АБК какой? Равнобедренный, а в нем проведена высота, а высота является и медианой. Тогда вот получается, поскольку Э3, медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника, все просто 3 и 3. Ну а здесь БД это просто диагональ параллелограмма, она делит параллелограмм на два равных треугольника, и тогда площадь нашей трапеции будет равна просто 3 плюс 4 и 3 плюс 4. Это будет 14, а ответ 14, и задачка решена. Ну, не каждый догадается до такого построения, конечно, но кто догадался, тот большой молодец. А теперь домашнее задание. Домашнее задание будет такое. Площади по-прежнему 3 и 4, и пусть вот эта боковая сторона АБ равна корень из 13. Спрашивается, какой может быть высота этой трапеции? А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.